Всем привет, с вами Глент, Кобяков, Серега, и вы на канале А4. Как вы видите, мы сегодня не в повседневной одежде, а в костюмах богачей. Я король. Я бизнесмен. Ну а я рэпер. Интересный рэпер. Ну да, смесь старого с новой школой, поэтому деньги есть. Здесь и сейчас. Потому что здесь и сейчас нас ждет офигенный ролик, где мы будем пробовать самую дорогую еду. Мне кажется, я вообще все блюда не буду знать, потому что я ни разу не ел дорогую еду. Максимум, что ел, это стейк рибай. Это дорого? Нет. Значит, я вообще никогда не ел дорогую еду. Ты когда-нибудь ел дорогую еду? Самый дорогой KFC баскет. Нормально. Ну, Кобяков, понятно. Я ел. Поэтому ролик будет супер интересный. И мы очень хотим, чтобы он вам понравился, но перед этим король выдает указ. Все должны поставить лайк под этот ролик и подписаться на канал. А рэпер покажет, как это сделать. Так, берем руку и нажимаем по красной кнопке. Все, вот так нужно сделать под роликом. Ну, а если хочешь стать супер-мега успешным, богатым, таким как король, Бизнесмен. Или рэпер. То обязательно спускайтесь под этот ролик и нажимайте на колокольчик. все, вы официально богач. Может быть, не прямо сейчас, но в будущем точно будете. А мы начинаем! Итак, вот наше первое блюдо. Но, пацаны, перед тем, как откроем первое блюдо, давайте обозначим правила. Обязательно все блюда пробовать, кто не попробовал, тому шапалах, и будем примерно угадывать их стоимость, а потом уже узнавать настоящую. Да ладно, без проблем. Давайте смотреть на первое блюдо. Это что? Пацаны, я знаю, что это. Я такое ел, но это не сильно дорого. Это пармская ветчина с дыней. Я уверен в этом на 100%. Пармезанчик вот я вижу здесь еще сверху. Я предлагаю пробовать. И тарелочка. О, другое дело. Пацаны, это хамон, а не парма. Камон, как мы так могли? Я вообще не понимаю разницы. Пармская, не пармская. Хамон, не хамон. Я вообще не понимаю, почему это дорого. Вообще не заходит. Соленая, сладкая дыня. Короче, если честно, мне кажется, это стоит $14 максимум. Мне не очень, но почему-то хочется доесть. Дорого стоит. Я предполагаю, что это стоит $20. Мне кажется, такой же можно сделать с дыней и тонким слоем срезанной вареной колбасы. Все правильно. Кобяков, объясни, вот эта салфетка для того, чтобы руки вытирать? Ну, вообще по правилам этикета. Мне не интересно. Я оцениваю это блюдо на $20. Сейчас за кадром нам покажут цену. Сколько? 40 баксов, ребята, за вот это? За кусочек дыни и мяса? За 40 баксов можно неделю жить, алло. Ну, это просто, видимо, выдержанный хамон, поэтому такой дорогой. Я сейчас не выдержу, потому что меня этот хамон разбесил. 40 баксов! Что? И это только начало. Двигаемся дальше. Папа! Чё? Походу, это какая-то дорогая вода, как я понимаю. Я дорогую воду, ну, Эвиан, это дорогая вода? Средняя ценовая категория. Вот в такси и бизнесе кладут Эвиан. Если что, имейте в виду. Я каждый раз, когда еду, портфельчик сразу накидываю. По запаху ничего вообще. Обычная вода. Ну вот тут вот много пузыриков, смотрите. Это, возможно, признак того, что это дорогая штука. Я на ночь оставляла воду в стакане, у меня тоже было много пузыриков. Я попробовал, пацаны, и у меня нет слов, у меня одни эмоции. Вот у меня из-под крана, когда налет образовывается в фильтре, вот точно такой же запах. Может быть, просто мы плебеи, и мы не привыкли к такой воде, мы уже привыкли к бедной воде, и поэтому мы так думаем. Глотается абсолютно так же, как и любая другая вода. Вот эта бутылка дорогой воды, все с этикеткой, все грамотно, в общем, реально дорого, оригинально. Я предлагаю еще раз попробовать, налить заново. Это бред, это бред. Я не понимаю тоже. Нас, походу, обманывают. Короче, вердикт. Никогда не берите дорогую воду. Пацаны, давайте говорить цены. Я думаю, что бутылка этой воды стоит $40. Да не, я думаю $5. Я бы сдал за нее где-то долларов 50. Ну, потому что реально есть такой загон у людей. Они любят дорогую воду. Я понял, за что они платят. За красивую бутылку. Красивую бутылку я в Икее за $2 могу тебе привезти. Давайте узнаем цену. Так это нормально еще. $10. $10. Тогда даже не жалко. Кстати, у меня есть один интересный факт. В Калифорнии за воду вообще не платят люди. Она вот в ресторанах, везде она бесплатная. Ты вот захотела пить, дайте мне попить. Тебе принесут, нальют, и ты попьешь. Тебе даже платить не надо. Даже с собой можно налить. Почему так? Потому что это у них природный ресурс, который принадлежит всем. Ну, Прикольно. неплохо. Нам и тут нравится. Нормально, заплатим, ничего страшного. Мы идем дальше.
Что это? Гнезда. Шоколадное печенье? Это морские ежи. Так, ну что, я предлагаю пробовать. Я вот забираю вот этого ежа. Чисто какие-то гнезда. Сколько они могут стоить? Я бы не сказал, что они стоят каких-то баснословных денег, но дорого. Устрицами пахнет. Фу. А, подождите. Морского ежа я ел. Я вспомнил. Я в Египте пробовал. Не очень понравилось. Немножко безвкусно, но и рыбой реально немножко отдает. Я обожаю икру, поэтому я бы такое, наверное, даже каждый день ел. Ладно, богачи, давайте пытаться узнать, сколько стоит один морской еж. Мне кажется, из-за того, что их готовят и они очень быстро портятся, они могут стоить дорого. Где-то 200-250 баксов. Мое мнение не меняется, 100 баксов. Я почти согласен с Кобяковым, скажу $90. Окей, давайте узнаем цифру. В смысле? Я думал, будет побольше стоить. Не, ну в принципе, мне кажется, это нормальная цена, с учетом того, что там каких-нибудь 10 грамм всего еды. Чтобы именно есть, надо заказать себе штук 10. Можно просто в Турцию поехать и самому насобирать. Ага, так насобираешь, что потом вот весь вот такой опухший приедешь. Идем дальше. Итак, следующее блюдо. О! Это Тедемуан. Это офигенский просто сыр. По-другому этот сыр называется голова монаха. Почему он так воняет? Не подскажешь, твоя голова монах? Может, он не моется, монах этот? Также с этим сыром есть специальный вот такой вот нож, которым можно вот так вот его нарезать на розочки. Самый главный прикол этого сыра, что его надо не целиком съедать, а вот так вот смаковать. Как сыр-косичку, короче. Не сравнивая вот это. Как? убожество. Как? Есть как сыр. Технология одна и та же. Не знаю, воняет очень. Ребята, Полная фигня. $5 в магазине, вот точно такой же вкус. блин, какой он офигенский, а? Не, я не знаю, это не вкусно, это ужасно. Это вкус, от которого может заболеть живот. Это вот так вот можно назвать. Кстати, пацаны, еще один интересный факт. Раньше этот сыр использовали вместо денег. Вот можно было прийти на рынок, и тебе говорили, это стоит 30 граммов сыра голова монаха. Необразованные раньше были, понимаешь? Я Холопы. понимаю, да, вот Кобяков, на, держи, кушай свою голову монаха, я это больше есть не буду. Просто из-за того, что мы сегодня снимаем дорогие блюда, мне кажется, это стоит не $1, ну, пускай будет $7 за этот сыр, я бы отдал. Но мне кажется, чем дороже блюдо, тем оно не вкуснее. Ну, потому что оно супер для ценителей. Поэтому я думаю, в принципе, долларов и 150 может стоить. Вот это? Сыры могут быть такие дорогие, просто вообще... Смотри, дай мне $150, я тебе такую поляну с сырами накрою, ты обалдеешь. Да, я тебе но говорю. сколько они выдержались? 3 дня? А это, может, выдержки, не знаю, 1983 года. Я сам выдержанный, я свою выдержку сыру передам. Ты только $150 мне дай. За такие бабки можно, знаешь, сколько сыра-косички купить? Кобяков, ваша цена? Вот этот кусок сыра стоит 100 баксов. Ладно, давайте узнавать реальную стоимость. Сколько? 115 баксов. Я жил за $4 в неделю. Покупал сосиски и макароны. Все. 115! Мне на год бы хватило. Раньше, сейчас уже нет. Ну, предлагаю нести следующий. Открываем. О, это я пробовал, и это в принципе неплохо, но стоит это очень дорого. Это камчатский краб. Всегда мечтал попробовать его. На самом деле, такой острый панцирь, капец, я думал, он в секунду разломается. Вот мясо камчатского краба. Блин, чуваки, это... Даже те, кто не любят рыбу, я всем советую, потому что это очень-очень вкусно. Что ты чувствуешь? Чувствую запах акций биржевых. Также я чувствую, что моя попа находится на дорогой яхте за миллионы. И приехал ты на эту яхту на какой машине? Приехал на эту яхту на Rolls-Royce последний. Все верно, правильно. Господа, это очень вкусно. Вот я реально не знаю человека, которому бы не понравился камчатский краб. Если он правильно приготовлен, если вы правильно его едите. Ну, вообще нужна специальная штучка, которая достаешь мясо. Но мы такие, ребята, даже король может себе позволить иногда поесть камчатского краба вилкой. Попытаемся отломать. О, вон, посмотрите. Тут прям мясо нормально. Интересное такое забавное наблюдение мое. Вот это мой второй камчатский краб в жизни. И вот у них иногда вот когда ты ешь, язык привыкает к вкусу, и потом наступает момент, когда он становится менее вкусным. То есть на 5-й, 6-й вкус он становится типа более речным. И ты такой, что-то все-таки не то. И если вас интересует, похоже ли это на крабовые палочки по вкусу, отдаленно да. Но крабовые палочки чувствуется, что это $2 стоит. Я ставлю, что он стоит где-то $700. Я думаю, 900. $1000. $1000, нифига себе, давайте узнаем настоящую цену. Да, он стоит $700. Я просто уже однажды ел камчатского краба, он стоил косарь, ну там прям, там нога была еще больше, то есть там была где-то вот такая нога. Ребята, в любом случае, мы вам всем рекомендуем и желаем в жизни хотя бы один раз это попробовать. Вот желаем стать настолько успешными, чтобы вот можно было это есть хоть каждый день на завтрак. Но подписка на канал А4 помогает вам стать еще успешнее, потому что вы смотрите такие вот ролики, узнаете, что есть вещи, на которые стоит зарабатывать и тратить на них деньги. И это визуализируйте. Да, и ешьте вкусные блюда. Поэтому прямо сейчас нажимай на красную кнопку подписаться и становись успешнее. Даже краб нажал. Ну а мы двигаемся дальше. Итак, следующее блюдо у нас... О, что-то знакомое. Тартар?
Нет, это карпаччо. Тартар это когда просто мелко нарубленное мясо, а карпаччо это когда мелко нарезанное. Слушайте, мне кажется, это вообще читерский способ, потому что здесь все решает приправа. Кстати, это сырое мясо. Что? Спасибо. Ты сказал? Нет, спасибо. Сырое мясо? А мы что, хищники какие-то? Не, ребята, это какая-то фигня полная. Котлету не жареную едим, сидим. Это что такое? Это дорогое блюдо? Серьезно? Возможно, кто это придумал, просто не знает о изобретении гриля, например. Да, не знает, что такое микроволновка. Кстати, вот это, возможно, даже будет мраморная говядина, потому что здесь прожилки. И если это мраморная говядина, то это стоит дорого. Долларов 50. Относительно вкуса, вида и эстетики вот этого продукта я бы дал $4. Я согласен, что выглядит красиво, прям так аппетитненько, но невкусно. Поэтому я поставлю долларов 100 за блюдо, за вот это все. Не за один кусочек, за вот это все блюдо. Цена? $45. Нормально за 5 слайсов. Это получается 3000 рублей. Знаешь, сколько котлет можно за 3000 рублей пожарить? На весь детский садик. Ну надо же как-то коров для мраморной говядины выращивать. Им же там делают специальный массаж, у них есть личные врачи у каждой коровы, между прочим. Музыку им включают на фермах. Я, ребят, не знаю, но чтобы вот корове музыку включать, уже вот все, человечество останавливается, мне кажется. Понятно. Двигаемся дальше. Новое блюдо! Черная икра. Я знаю, что это дорого просто из разных сериалов про Россию. Все, больше я вообще, я никогда это не пробовал, не люблю икру и не понимаю, почему она такая дорогая. Просто детишки рыб. Короче, берете хлеб, потом зачерпываете вот так вот икры. Так побольше. Ты до сколько сейчас икры взял? На 4000 рублей? Вот так. И съедаете. Знаю. Так, я вот возьму вот столечко. Я еще поскромнее, поберегу бюджеты. Ну, напоминает кириешки с икрой. Ну, прям плотный вкус. Ну-ка я. Рыбой не пахнет. Я попробую. О, они так лопаются, когда зубами грызешь. Короче, никакого экстра вкуса здесь нет. Я примерно представляю, сколько стоит эта вот конкретно баночка. $130. Ничего себе, так точно. Нифига, ты сказал $130, я хотел 13 сказать. Ну что, $13 за икру, это же много. Нет? Я бы максимум, что отдал, вот это если бы я шел по магазину и решил шикануть. $30 за икру бы я отдал. Ладно, окей. $100, 7000 рублей сойдет. Так, реальная цена. Бред, это бред, но этого быть не может. Ну, $300 вот за это? Ну, это, скорее всего, тогда у нас икра из белуги. Это такая рыба. Но можно найти черную икру дешевле. Там, от $100. Просто другая рыба будет. Но на самом деле, мне кажется, это повод поставить нам лайк, потому что представьте, сколько денег А4 Production потратил на этот ролик. Ставьте лайк, а мы идем дальше. Новое блюдо. О, нет. Кофе я вообще не ценитель. Это интересно попробовать. Я прям очень рад, что А4 Production такое делает. Но сразу хочу сказать, что запах стоит на всю студию. Вот занесли, я прям понял, что это кофе. Арабика. А есть же этот кофе из какашек, вы знаете? Да, есть какие-то вамбу. Лювак. Лювака. Да. Так это, может, и он и есть? Возможно. Я пробовал это кофе из какашек. Ребята, это на самом деле нифига себе как вкусно. Это, получается, этот зверек съедает кофе, переваривает его, выкакивает, потом это все промывается и из этого делается. Да. Ну, Как очень-очень-очень крепко заваренный чай. вау. Язык сразу немеет. Не знаю, насколько это правильно, но мне такое в кофе нравится. Очень крутое послевкусие. Не знаю, я выхожу из этого чата, я не с ними. Мне не понравилось вообще. Ноль. Я думаю, что... Оп, я же от кофе отказался полностью. Ну все. Почему? Просто решил, что это неправильный источник энергии. А4 Production меня подставили. Ребята, на самом деле будет справедливо прямо сейчас поставить лайк, потому что я тут ради вас впервые за 2 месяца кофе попробовал. Ну да, это, конечно, респект тебе, респект. Итак, как ты думаешь, сколько оно стоит? $40. Блин, ну за чашку вот такую вот маленького кофе, ну 25, наверное, ну потому что это очень вкусно, это прям насыщенный вкус кофе. Ну, у меня все-таки по традиции, что чем хуже вкус, тем оно дороже. И, ну, $95. За чашку? Ну да. Итак, настоящая цена. $50 за чашку кофе. О, а килограмм стоит $700. $700 за килограмм кофе. За вот такой пакетик. Мне кажется, я в жизни на столько денег кофе еще не выпил. Мне понравился этот раунд, давайте идти дальше. Ну? Что Что там? Пачка. Я не понял, потому что там пачка. Пачка чего? Что за... Ха-ха! Что за дед Кобяков? Это ж ты. Просто Кобяков почувствовал себя и решил открыть блюдо. Чипсы картофельные со вкусом и ароматом ветчины и английской горчицы. Звучит дорого, звучит хорошо. Давай попробуем. Я уже вижу по глазам.
Офигеть, это очень вкусно. Наконец-то дорогая еда вкусная. Хрустящие, вкусные, невероятно великолепные чипсы. Мишлен звезду можно дать этим чипсам спокойно. Напишите в комментах свой любимый вкус чипсов, интересно почитать. У меня сейчас это бекон с горчицей. Чудо, мне кажется, будет много комментариев. Лук и сметана. Не, лейс с сыром. Лейс с крабом. Ну, я бы ел такие чипсы, но вопрос только в том, сколько они стоят. Я думаю, 15. 25. 25. За чипсы, ну я бы отдал $7. Нам сказали, что это стоит $10. Ну вот не знаю, вот блин, десятка за чипсы, ну это как бы дороговато, мне кажется. Почти 1000 рублей за пачку. Ну, это просто иностранные чипсы, их дорого привезти сюда. Не, недорого. Логистика в мире уже такая прокачанная, это вообще 0 рублей 0 копеек, что стоит. Ну да, даже наш мерч доставляют по всему миру. Конечно, так это вообще без проблем. Заказали вот такую вот футболку белую, через пару дней уже у вас, ребят. Заказывайте, сайт a4shop.ru, ссылочка в описании. И, кстати, к Новому году их просто раскупают, поэтому успей заказать прямо сейчас. Реально, ребята, пока есть время, покупайте мерч, потому что потом не будет. И по секрету скажу, потом будет новая коллекция, поэтому лучше пока не поздно купить. Двигаемся дальше. Теперь я посмотрю первым. Похоже на содержимое лотка моего кота. А, это мороженое. Извините. Напугал. А почему оно с хлебом наверху? Я ожидаю от этого мороженого максимально насыщенного вкуса. Вот чтобы прям я ем и понимаю, что это. Мороженое. Прикиньте, оно ничем не пахнет, это нормально? А так? Хлебом. Хлебное. Ну, 100% это хлебное мороженое. Чего? Хлебное мороженое? Такое вообще бывает? Что за прикол? По вкусу напоминает горький шоколад. Очень насыщенный вкус хлеба, и на самом деле, я думаю, летом, ну вот, раз в месяц можно вот кушать. Так, ну, я думаю, баксов 10 такая мисочка стоит. Ну, хлебное мороженое, 25. 15. 30 баксов, пацаны! Скажу честно, раз в жизни такое попробовать стоит, и это стоит своих денег. Да, я вылезал вон всю тарелку. Я поведу себя как настоящий король, доедать не буду, цену мы знаем, можем переходить дальше. Что? Это жареная картошка? Я, как главный эксперт в жареной картошке, во-первых, в шоке, что она может быть дорогой, во-вторых, конечно же, хочу это попробовать. Я решил раскопать, посмотреть, что внутри. Думаю, мало ли там какой-нибудь, не знаю, трюфель лежит. Ага, трюфель. Если бы ты моему бате сказал, добавь в трюфель жареную картошку, ты бы такого шапалаха получил, ты бы с ума сошел. Не, на самом деле, не как у бабушки, сразу хочу сказать, бабуля. Респект. Но неплохо. Вообще не вижу разницы между картошкой и домашней. Вот здесь вот есть какой-то вот такой солененький привкус. Я вот не могу понять, что это. То ли трюфель, то ли сыр. Ну, сколько может стоить жареная картошка? Ну, $5. Ну, если это дорогая, возьмем $10. $10 за жареную картошку. $30. Ну, да, ну, $5. 20 баксов! Ну что, вот как? Это стоит $20. Я думаю, нам нужно узнать у А4 Продакшена, что в этой картошке необычного. Я узнал, это французская картошка, очень редкая, которая выращивается только на одном острове в мире. Вкус один и тот же. Вот что у бабушки на поле в колхозе, что вот здесь. Ничего тут удивительного нет. Король сказал свое слово. Хорошо, переходим к следующему блюду. Согласен. Итак, новый раунд. Это что? Это орешки макадами. Так, тут есть значок Тесла для того, чтобы их скрывать, я так понимаю. Оп. Все легко и быстро. Офигеть, как это вкусно! Да, это орешки с запахом шоколада. Реально, шоколадные орешки. Это, между прочим, самый дорогой орех в мире, и выращивается он в специальной почве. Прикольно, что с макадами сразу продают вот такой вот ножик, которым нужно очищать орехи. Это выглядит сразу так по-богатому. Я предполагаю, что килограмм этих орехов стоит $100. Я думаю, ну, 50 баксов. Если видите, как они выглядят, они вот так выглядят. На желудь похоже. Давай, макамами сколько стоит? Макамами? Макадами. Макамами. Макадами. Маме я бы дал, ну, $200. Итак, реальная цена $30 баксов. Ну, за 30 баксов я бы спокойно купил бы эти орешки и попробовал. Это очень вкусно. Переоценил. Что-то я их... Не, согласен, 30 баксов я готов, в принципе, ну, раз в месяц точно покупать. Кайф. О! Твое любимое блюдо. Знаете, как это выглядит? Как рабочая суббота. А если честно, даже есть это не хочется. Я, пацаны, как любитель таких эксклюзивных всяких штук, попробую это первым. Так, зажимаем. Прикольную вилку такая, смотри, подмигивает. Прикольная еда, попробуй. Это приправа. Похоже на васаби. Это масло с травами. Так, Пахнет это просто ужасно. Ну, кушай. за вас, пацаны. Неплохо. Конечно, не звезда Мишлен, но вкусно. Держи, твоя очередь. Бейте шапалах, сразу хочу сказать. Так, Серега, пробуй, я сейчас принесу шоколад.
Ой, там что-то протянулось очень. Ты вот просто откусывал, и там вот такая штука натянулась, и тебе в рот залетела. Безвкусная жижа. Что ты угораешь? Держи, кастрюлю. Нет, показывай, что... Нет. Я сейчас попробую вообще. Я сейчас возьму и попробую. А4 Продакшн передали мне новый черпак для шапалахов. Ее на голову можно надеть. Ну, это надо попробовать, Глен. Ну, ради подписчиков. Мы должны узнать звон. Это не черпак, это просто тарелка с палкой. Тихо, слушай. Да, будет неприятно, но я не хочу пробовать улитку. Давай. Держи, Серега, давай. Ого, ничего себе, он тяжелый. Король приговорен к казни. Король сдулся, он вернулся. Так, моя очередь. Какая неприятная ситуация. Чтоб ты понимал, я даже не замахивался, это просто тяжесть черпака. И улиток есть не хотелось, и шапалах не хотелось. Забирай. Я это не пробовал, оценю это в $2. В один, в $5. Я предполагаю, что это блюдо стоит $15. Ну, я все-таки думаю 35. Реальная цена $30. О, я угадал практически, ничего себе. Идем дальше. Итак, новый раунд. Это что, вафля? Шоколад. Что такое дорогой шоколад вообще в вашем понимании? Я даже не слышал такого понятия. Шоколад дорогой. Обычно я, Ну как-то, ну вот у тебя, к примеру, одна конфета стоит $1, вторая конфета стоит $5. И что? Ну вот там, Я от значит, конфеты дороже. хочу получить только сладость. От шоколада я хочу, в принципе, получить, только сладость. Чел, а это неплохо? Это, походу, шоколад с марципанами. Или изюмом, что-то такое тягучее, приятное, тверденькое. Прям хочется взять такой вот кусок и... Ну-ка. Офигеть. Ну это прям... Это очень вкусно. Я не понимаю состав, но это капец как мягко и вкусно. Нам подсказали, что этот шоколад с медом и бананом. Но для меня все равно немножко горьковато. Он горше, чем обычный молочный шоколад. Я думаю, что такой шоколад может смело стоить $50 за плитку. Не, его в мире просто вот завалить, поэтому он будет стоить, $15. Не, мне кажется, такой вот именно шоколад может стоить $50. 50, 50, 15. Реальная цена? Нам подсказывают, что этот кусочек стоил всего лишь $10. Получается, Серега был ближе всех к стене. Ну да. Ты что, каждый день покупаешь шоколад за $10? Не, я просто посудил, потому что шоколада реально очень много во всем мире, и он не какой-то там трюфельный, он просто с бананом и с медом. Идем дальше. Итак, новый раунд. Что это за... Фу, как завоняло. Ребятки, это трюфель. Самый дорогой гриб в мире. Просто бензином воняет. Интересный факт. Он растет под землей и находит его с помощью специально натренированных собак или свиней. Какой-то гриб растет под землей, наверное, стоит каких-то бешеных денег, воняет. Болотной трясиной. Вот в чем дороговизна этого трюфеля. Знаешь, что это такое? Я вам сейчас скажу. Хотите попробовать трюфель, но задешево. Покупайте подсолнух, с обратной стороны открываете, и там вот такая, как, ватка белая. Пробуйте один в один. Вкуса 0. Мне кажется, я знаю причину, почему она может быть такой дорогой. Во-первых, вот тут вот есть такие беленькие точки, они отлично будут впитывать в себя всякие соусы. Если его подать соусом, наверное, это будет очень вкусно. Трюфель так не подают. Его, в принципе, как отдельное блюдо не используют. К примеру, готовят пасту карбонара, берут терку и просто на терочку чуть-чуть его натирают. Тогда я вообще не понимаю сути. А какой он вкус добавляет? Он реально безвкусный. Ну, немножко отдает кожурками от тыквенных семечек. Он очень дорогой. Мое предположение где-то $2000 за килограмм. Не, я думаю, $300 за вот этот вот кусок гриба подводного, подземного больше не дам. $500. Сколько? Ну, представь, вот такую маленькую штукенцию хватит на весь ресторан. Целый день обслуживать, натирать его. Нам рассказали, что цена этого трюфеля $150 за килограмм, но вообще трюфель стоит от 80 до $500. $500 за гриб! Что? И цена на самом деле варьируется от сезона и от того, где этот гриб вырос. Двигаемся дальше. Давайте посмотрим, что тут. Нифига себе, это, я знаю, это стейк с золотом, да? Прикиньте, пацаны, это напыление из настоящего золота. Ну, оно съедобное. Просто золотой стейк. Ну, я не знаю, я золото никогда не ел. Золото вообще полезное для организма или нет? Слушай, ну я думаю, да, потому что оно же дорогое, типа, и как дорогая таблетка. Слушай, не хочешь чернозема поесть? Он тоже дорогой в целом. На вкус золото пробую первый раз в жизни. На вкус как мясо. Потому что мясо выделило свои соки. Мне кажется, надо есть как настоящий король, просто брать целый кусок и... Так, ну я как эстет по кусочкам. В общем, золото на вкус чуть-чуть такое горькое. Окей, раз так богато едят, я приобщаюсь к ним.
Я не знаю, не все стейки с золотом такие, но мясо жесткое, что я просто обожаю. Это раз. Сочное. Два. В-третьих, оно золотое, ребята. Это вообще что такое? Ну что ж, давайте думать, сколько может стоить вот такой вот стейк с золотом. Ребята, эксперты, ваши предположения? Я думаю, долларов 200. 200 баксов за кусок мяса. Я не поверю, что так может стоить мясо. Я рискну предположить, что это самое дорогое блюдо у нас сегодня, и оно, наверное, $1300. Прикалываешься? 1300. За 1300 можно 2 свиньи с живым весом купить. А золотом покрыть, знаешь, сколько золото стоит? Я могу и без золота поесть за 1300. Я бы и 100 не отдал, но дам 100, потому что мы сегодня снимаем про дорогую еду. Итак, результат. $800 вот за это? Вы чё, прикалываетесь? Это как iPhone 11, пара кроссовок Gucci. Это как месяц жить в Москве, ну, то есть квартиру оплатить. Но в целом это вкусно. Ну что ж, вот такой вот ролик у нас получился. Сегодня, пацаны, мы с вами наели на больше, чем $5000. Вот это ужас получился. Если вам понравился этот ролик, обязательно поставьте ему лайк, подпишитесь на этот канал. С вами был Глент, Кобяков, Серега. Всем пока! Глент, Кобяков.